Приветствую всех зрителей! В сегодняшнем ролике я с вами поделюсь как я подхожу к выбору мячей для настольного тенниса. В первую очередь при выборе мяча для настольного тенниса, его качество, я обращаю внимание на плотность самого мяча. Это, во-первых, чтобы он был не сильно мягким, во-вторых, чтобы он был не сильно жестким, прям таким костяным, стеклянным. Второй момент, на который я обращаю внимание, это чтобы мяч был ровный. То есть я чуть попозже покажу, как я кручу и смотрю, чтобы мяч сильно у нас не болтало. А лучше, чтобы его вообще не болтало. Но, к сожалению, таких мячей в последнее время найти очень сложно. И третий момент, он уже вырисовывается уже спустя какое-то время игры. Это физика полета мяча, геометрия. В общем, знающие люди сейчас в комментариях меня могут поправить. Это то, насколько предсказуемо мяч ведет себя в игре. То есть не искажается ли он при попадении в стол, то есть чтобы предсказуемый был отскок, то есть чтобы вел себя предсказуемо в игре и траектории никак у него не искажались. В сегодняшнем ролике я сделаю обзор на мячи от компании TT Sport. Сокращенно они называют себя TTS. Линейка этих мячей предусматривает тренировочный вариант мячей. Второй момент, это King Select, это у них, судя по цене, это должны быть среднего качества мячи. И премиум мячи, это должны быть самого лучшего качества, это уже настоящие профессиональные игровые мячи. Всю линейку мячей TTS вы можете приобрести в магазине TT Sport. Ссылочку я оставил в описании. Судя по коробке, видим, что коробки у нас выглядят очень солидно, картон толстый. Здесь подзатратились, подзаморочились. Дальше. У нас в каждой упаковочке содержится по 6 мячей. То есть точно такие же коробки, как и DHS DG40+, WTT. Сами мячи, мячи вот выглядят визуально обычно. Ничего такого нету. На мяче, которые вот самые дорогие, которые премиум, с передней стороны они выглядят вот так. Задний Rus Pro. Как минимум будет видно, какое вращение у мяча. Соответственно, для любителей это будет даже в плюс. Это были мячи премиум. Дальше мы распечатываем мячи King Select. То же самое. Передняя сторона у нас выглядит вот таким вот образом. Сзади у нас вот такая корона. Обозначает, что King, королевский, король. И тренировочные мячи. Здесь просто только с передней части точно такая же эмблема, как и на тех остальных, только, соответственно, у нас надпись уже премиум тренинг и 2 звезды. Сейчас мы замеряем вес каждого мяча, чтобы примерно представлять, сколько весят мячи, но скажу так, что, скорее всего, мячи будут весить плюс-минус одинаково. Положили тарелочку, обнулили весы, смотрим теперь. Тренировочный мяч. 2,8 грамма. King Select. 2,8 грамма. Премиум. Тоже 2,8 грамма. К примеру, берем DHS однозвездочный, тренировочный D40+. Он у нас показывает тоже 2,8 грамма. Ну и теперь DHS DG40+, WTT. Тоже видим, показывает 2,8 грамма. Видим, что все мячи плюс-минус одинакового веса имеют. Конечно, существует погрешность у весов, и весы у нас до 10 грамма, были бы до 100 грамма, скорее всего, там было бы какой-то разбег в граммах, но видим, что все показывают, что они 2,8 грамма. И поэтому любые ощущения того, что какой-то мяч в игре будет казаться тяжелее, какой-то будет казаться легче, скорее всего, это будет уже зависеть от эластичности материала стенки мяча. Потому что даже просто вот я беру в руки 2 мяча, тренировочный и премиум, и беру на ощупь, то есть проминаю. Есть ощущение, что у премиум такое чувство, что стенка все-таки плотнее. То есть она не так сильно проминается, как вот у нас на тренинг. Теперь проверяем эти мячи на ровность. Как я уже вам пообещал, что я покажу, как я проверяю мячи. Идем от тренировочных мячей. То есть берем, наверное, будем все пробовать. Видим, что он не совсем ровный.
тренировочный мяч. Но на самом деле, если смотреть ровность, для тренировочного мяча это довольно-таки солидный вариант, что его не так еще сильно колбасит. Этот еще ровнее тренировочный. Это примерно как первый. Но тем не менее видим, что откровенно яйцеобразных мячей тренировочных у нас нету. Тоже плюс-минус. Неплохой. Ну, это маленько штормит. Но, тем не менее, все равно такой вариант. Так, попробовали мы тренировочные мячи. Могу сказать так, что для тренировочных мячей, судя по ровности, вариант очень-очень хороший. Потому что я пробовал очень много тренировочных мячей. Это были и ДХСы, это были и мячи Хуисоны, это были мячи Инхе, именно тренировочные. То есть там прям откровенное такое ощущение, что они создавались для регби. Здесь мы такого не видим. То есть да, его чуть штормит, но для БКМ, для подач, возможно, даже для каких-то элементов, там, двухходовочек он пойдет. Для того, чтобы держать на столе, ну, скорее всего, нет. Потому что и по ощупь, и по ровности его будет штормить. Поэтому мячик тяжело будет удержать на столе. Теперь на очереди проверяем King Select. Ну, его чуть-чуть штормит, но он поровнее. Скорее всего, даже эта ровность больше зависит именно от того, что материал у него чуть-чуть поплотнее, чем у тренировочного мяча. Этот прям что-то совсем кривой. Ну, этот тоже штормит. Тоже не идеальный. Ну, штормит, не идеальный, но такой вот рабочий вариант. То есть вот таким можно еще. Ну, вот, по-моему, это самый лучший из этой упаковки мяч. Вот этот. Проверили King Select. Скажу так, что идеально ровных мячей в этой упаковке тоже не оказалось. Все чуть-чуть штормит. Не так штормит, как тренировочные мячи, но даже вот эта кривизна, скорее всего, будет ощущаться не так сильно, как на тренировочных. Это связано именно с тем, что материал стенок и материал самого мяча, он чуть поплотнее ощущается. Даже когда в руку его берешь, и материал по ощущению, скажу так, что очень сильно похож на материал, который используется в ДХС, в ВТТ. Подходим к самым дорогим мячам, которые должны быть идеального качества, которые у нас премиум. Ну, этот прям нормальный. Ну вот здесь уже, ребят, они посолиднее. То есть, даже если их и штормит, то штормит это уже больше. Ну вот этот вот хороший мяч. То есть у нас первый, второй были. Так, третий кривоват. Тоже чуть штормит. Да ты что делаешь? Так, это уже четвертый мяч. Тоже неплохой. То есть у нас первый, второй, четвертый неплохие. Вот мяч.
Ой, это кривой-то какой. Ну, тоже чуть-чуть штормит, не идеально ровный, конечно, но рабочие варианты. То есть такими, в принципе-то, и поиграть на тренировке можно. Премиум мячи. Тоже скажу так, что идеально ровных мячей, как того хотелось бы, чтобы были 6 из 6, нету. То есть 2-3 из всей упаковки более-менее игровых прям найти можно. 3-4 такие вот сомнительные варианты, чисто на разминку перед игрой. Но, как я и говорил в самом начале ролика, что сейчас, к сожалению, в последнее время идеально ровных мячей, ни ДХСов, никаких абсолютно, вот даже игровых, которые берешь, все равно они чуть-чуть, но кривоваты. Сейчас взял 3 рандомных мяча из каждой упаковки. Теперь самыми обычными элементами накат, по подрезке, топ-спины поделаю. Специально сделаю ракурс тот, где видно четко дугу, чтобы вы смогли оценить, посмотреть, где какая дуга. Ну и я вам с вами поделюсь своими ощущениями по поводу этих мячей. Первый у нас тренировочный мяч. Ну скажу так, что вот как бы мы их не отбирали, но вот этот мяч, который попался, он что-то прям его как-то штормит даже на подрезках. Это во-первых. Во-вторых, ощущение того, что он какой-то прям полегче, чем обычно, но как мы определились, что мячи у нас все одинакового веса, соответственно, у нас материал не такой плотный здесь. Ну да, прям он как-то как воздушный мячик. То есть мяч очень плохо чувствуется, тренировочный вот этот. Тренировочный плохо чувствуется, во-первых. Во-вторых, видно, что он даже летает как попало. Ну, в общем, тренировочный мяч для БКМ и подач подойдет. Чтобы играть серийно, какие-то моменты отрабатывать, ну, скорее всего, думаю, скорее всего, нет. Потому что, ну, он очень себя непредсказуемо ведет. То есть вот. Но видно было заметно даже сейчас, как он подскочил, куда-то попал не на ровную свою поверхность. Следующий на очереди у нас King Select, который средний по ценовому сегменту. Но вот этот уже чувствуется, что мяч этот посолиднее. По ощущению, ну, очень близко похож на ВТТ, но есть ощущение, что материал чуть мягче, потому что вот в руке он сидит. Вот я сейчас достану ВТТ. Вот по ощущению они примерно даже очень сильно похожи. То есть, к примеру, даже если вот премиум, который мяч берешь, он даже по ощущению, по виду, он более такой матовый, и видно, что он отличается. И здесь, что ВТТ, что King Select, по ощущению не нахожу разницы абсолютно. По игре чуть-чуть есть. То есть King Select, он чуть как-то мягче. Да. То есть вот он... Но он очень близко похож на ВТТ. Теперь накаты. Этот поприятнее мячик. Он уже поуправляемее. Видно даже по дуге, что он летит не как попало. Только в ребра. То есть, ну, этот мяч хороший. То есть вот этим мячом, King Select, я бы, в принципе, даже, если бы на всех турнирах играли бы вот такими мячами, и все бы соглашались играть такими мячами, в принципе, я не против играть ими. Теперь вот для сравнения, про мяч, который я сказал, что он похож, это вот ВТТ. Может быть, ВТТ за счет того, что он немного пожестче, он чуть побыстрее. Но при этом какого-то дискомфорта при переходе от этого мяча на ВТТ нету. То есть вот сейчас, да, он помягче и чуть-чуть помедленнее. Теперь переходим к самому дорогому мячу. Разница между вот этим мячом за упаковку и мячом, который у нас King Select, составляет 100 рублей. То есть упаковка из 6 штук у нас премиум, по-моему, стоит в районе 840 рублей.
который премиум, который King Select, они стоят, по-моему, 740 рублей. Которые тренировочные, они рублей на 300, по-моему, дешевле, может даже на 400. Там упаковка стоит в районе 400 рублей. Вот, то есть разница колоссальная. Здесь разница всего 100 рублей. На вид, скажу так, на вид отличается. Такое ощущение, что существует какой-то желтый чуть-чуть оттенок, чуть-чуть желта, как было какое-то время, когда только выходили мячи DHS D40+, наоборот, говорили, что те мячи, которые у нас имеют оттенок чуть желта, которые имеют оттенок, даже любители нашли этому какое-то название, оттенок слоновьей кости. То есть эти мячи, они лучшего качества, чем те, которые были белые. Здесь вот именно этот оттенок существует, он чуть-чуть такой прям с желта. По ощупью скажу так, что он на ощупь и визуально очень сильно похож на Nitaki премиум. Как в игре, сейчас покажу. Че? Так, здесь в игре, но скажу так, что в игре им играть приятно, по крайней мере на короткой игре. Мяч как попало у нас как тренировочный не летит. По короткой игре плюс-минус какой-то большой разницы между которой у нас King Select и этим, сильной разницы не вижу. Кроме того, как вот это вот Ruspro и вот эта вот эмблема, они мерцают, и такое чувство, что у нас как-то подлагивает чуть-чуть. Ну, на накате чувствуется, что этот мяч из всех мячей, он жестче всех, соответственно, и есть ощущение, что он прям, ну, он быстрее. То есть, соответственно, если он жестче, и ощущение в руку у нас идет совсем другое. Прям ты его чувствуешь на ракетке, и он из-за того, что он жестче, он прям выстреливает из ее. Вот это же ощущение у меня было, когда я какое-то время играл мячами Double Fish. То есть у мячей Double Fish было такое же ощущение, что если сравнить Double Fish и DHS, Double Fish были жестче, и ими даже когда поляшки кому-то попадаешь, либо мне попадают, ощущения были больнее, чем от того же самого тоже игрового мяча DHS. Здесь то же самое. То есть этот мяч ощущается прям пожестче. Куда я двигаться должен, что ли? Ты в рука видишь здесь? Такое ощущение, что за счет того, что он жестче, и такое ощущение, что он побыстрее, что дугу на топ-спине сделать этим мячом, который премиум, потяжелее, чем который King Select. То есть для плоской игры премиум мяч подойдет получше, чем King Select. То есть тем вращать было комфортнее, удобнее, чем вот этим. Мы потренировались этими тремя мячами с Игорем. Напоминаю, что Игорь мастер спорта России, то есть чуть-чуть мяч человек чувствует и сможет определить, найти разницу, хороший мяч, либо плохой. И он готов поделиться своим мнением. Ну, первый мячик получается, который дешевенький, он сильно легкий. Ну, то есть он совсем простой, чисто для тренировок, для БКМ или подач подойдет. А вот среднего качества и высокого, там как бы разница небольшая по ощущениям. То есть ими можно и тренироваться, и играть на счет. В чем основная разница была между тот, который King Select, это был средней дорогой цены, и тот, который премиум, который самый дорогой? Для тебя самая основная разница? Да как бы прям большой разницы не ощутил. В принципе, по ощущениям, ну, чуть-чуть, который подороже, он чуть-чуть пожестче. То есть он больше на ДХС похож. А который вот средней цены, он на какой похож был? То есть он и летел нормально, и дугу было создавать легко. То есть вот здесь вот не почувствовал никакой вот разницы. То есть, что от какой-то дуга была выше, от какого-то ниже была, какой-то больше плоско играть, какой-то наоборот лучше прокручивать. Да как бы большой разницы не ощутил. Подводим итог по поводу всех этих трех мячей. Во-первых, мяч плохо тренировочный чувствуется. Во-вторых, он не соответствует третьему критерию отбора для меня мячей. То есть физика полета мяча у этого мяча, либо геометрия. В общем, непредсказуемо он ведет себя. В полете мотыляет как попало. То есть вот этот мяч либо только для БКМ, либо для подач. Ну, либо можно, в принципе, на детскую секцию для отработки каких-либо ударов. Мячи King Select. Следующий у нас в ценовой категории. Мячи King Select это уже посерьезнее. То есть здесь уже даже на ощупь
мяч похож очень сильно на ДХС ВТТ. В чем разница? Разница только в том, что ДХС ВТТ, материал, по моему ощущению, он чуть жестче. Соответственно, ВТТ летит чуть-чуть быстрее, чем King Select. В целом, какой-то такой большой колоссальной разницы я в этих мячах сильно не заметил. И мячи ТТС премиум, этот мяч, как по мне показался, он очень сильно отличается от того же King Select, от того же ДХС ВТТ. В чем? Во-первых, он жестче. Во-вторых, из-за своей жесткости он летит намного быстрее. И при ударе, даже при плоском, даже при каком-то накате, он оттуда как выпружинивает. Соответственно, делаем вывод, что и этим мячом, из-за вот этих вот всех критериев, что он жестче, им дугу создать чуть тяжелее, потому что он в накладке, в ракетке у нас не подзависает, он сразу начинает оттуда вылетать. По поводу этих мячей. Скажу так, что нет плохих мячей. Есть мячи, которыми ты не привык играть. Соответственно, если бы этими мячами играли бы на всех турнирах, и если бы этими мячами все бы тренировались, мы точно так же сравнивали бы мячи, те же самые ДХС ВТТ, эти ДХС Бусаны и так далее, все другие мячи именно с этими. И уже это было бы у нас стандартом. Потому что по игровым ощущениям я не скажу, что эти мячи вызывают какой-то дискомфорт. Ими играть можно. Дело другое, дело привычки, и будет ли играть с вами на соревнованиях партнер по теннисному столу. Уверен, что этот обзор был для тебя полезен. Не забывай подписываться на социальные сети ВКонтакте, на канал в Телеграме. Ссылочки я все оставил в описании. Пока.